Приветствую! Записываем обновление обзора криптовалют. Как всегда, начинаем с биткоина. И что мы здесь видим? Мы начали снижение в отмеченную зону. Мы уже сюда пришли, верхнюю границу пробили, до нижней пока еще не дошли. Пик волны 1 не преодолен. А это значит, что разволновка все еще в силе. Стоит ли сейчас здесь покупать? На данный момент нет, так как разворота не наблюдается. Естественно, вся эта разволновка может сломаться, это не стопроцентный вариант. Это всего лишь наиболее возможный, наиболее вероятный, по моему мнению, вариант. Сейчас здесь стоит ждать заходной импульс на откате, можно рассматривать лонги. Пока снижение еще не закончилось. Основной вариант движения также наверх, после того, как мы увидим признаки разворота. Если глянуть на часовики, то здесь наблюдается импульсный характер движения. Волна 1, 2, 3 с повышенными объемами, 4 и 5. Между 4 и 5 дивергенция. А это значит, что после того, как проходит импульс, идет коррекция и будет еще один импульс. Давайте нарисую примерно, что здесь можно ожидать. Судя по структуре, здесь будет коррекция и еще один импульс, после которого можно уже искать лонги. Давайте удалим здесь ненужные индикаторы и нарисуем основной вариант движения. Дальше эфириум. Смотрим 4 часа. По эфириуму мы также пришли в расчетную зону, зацепили здесь, но признаков разворота пока также не наблюдается. Нужно наблюдать дальше, следить за движением. Здесь также похоже на импульс, поэтому перед тем, как развернуться, с большей вероятностью мы еще раз обновим лой. Так как здесь 1, 2, 3, 4, 5 волн, следует коррекция в теории. И дальше будем наблюдать за вторым импульсом. Основной вариант движения по-прежнему не изменился. Смотрим Ripple. По Ripple сегодня были интересные движения. Дали прострел наверх. Давайте посмотрим, сломало ли это мою разволновку. Волна 1 здесь. Мы зацепили ее немного тенью, но на Рипле это вполне возможно. Что сейчас стоит ожидать от Рипла? Если абстрагироваться от нарисованных волн и предположить, что импульс завершен без учета вот этой тени, то есть здесь была пятерка завершена, то мы получаем волну D. Но давайте посмотрим на часовиках поближе, что из себя представляет вот этот импульс. Это явно не коррекция, получили хорошие объемы, получили шикарный рост индикатора. Это говорит о том, что с большей вероятностью мы после коррекции и не пробития вот этого лоя можем направиться повыше. По Ripple все по-прежнему такие непредсказуемые движения у нас, но если придерживаться структуры, отмеченной ранее, куда у нас может пойти Ripple? Он уже в принципе и ложный пробой совершил, и расчетную зону посетил. Единственное, как сейчас его можно здесь торговать, это на ожидание следующего импульса. То есть покупки от текущих уровней, стоп за лой, и берем вот это движение минимум до предыдущего хая. Сколько у нас здесь? 10% можно ожидать от Ripple с обязательной установкой стопов. Вот здесь подобная ситуация, на больших объемах выстрелил, откатился и снова посетил хаи, после чего вниз пошел. И здесь с большей вероятностью ожидается то же самое. Выстрелили на объемах, откатились и медленно, ну либо таким же резким прострелом, с хорошей вероятностью мы посетим данные уровни 0.52, что позволит заработать 10%. Завершилась ли здесь волна D? Здесь прошло 3 волны, здесь может она завершиться. Может, вполне. Но может и также продолжить движение выше. Есть также вариант, что все это дело завершилось вот здесь, ABCDE. И восходящее движение прямо перед нашими глазами. Так что если вы не хотите остаться без Ripple, можете спокойно здесь брать, устанавливать стоп, рассчитывать свои потери потенциальные обязательно и ждать наверх. Если все-таки здесь завершается у нас 4-я волна, давайте промерим,
куда она нас может привести. Расчетная зона становится чуть повыше, но вот она даже совпадает с отмеченным уровнем. Вполне вероятно, что вот сюда мы добьем, после чего снова пойдем вниз. Да, пожалуй, есть смысл войти в Ripple, обязательно с установкой стопов. Дальше Dash, 4 часа смотрим. По Dash без изменений. Идем вниз со вчерашнего дня. Вчера у нас что было? 15. Также вниз просто ползем. Никаких изменений, никаких объемов, ни дивергенций, признаков жизни пока нет. Смотрим ADU. По ADI такая же история. Пока ползем вниз в отмеченную зону. Разворота не наблюдается. Смотрим DOT. По Polkadot прошлись вниз в отмеченную зону. Можно убирать. Давайте попробуем более подробно предположить, более подробно посмотреть и предположить, завершился ли данный импульс. Скорее всего нет. Должны пойти еще ниже. Так как дивергенции особо нет, с большей вероятностью пойдем еще ниже в рамках волны C. Посмотрим BNB. Сперва на 4 часах. 4 часа у нас что говорят? Ну, был небольшой отскок, но за заходной его нельзя принимать. Не похож. Пока маловат. Основной вариант движения это также пока что вниз. Прогноз тот же. Так, смотрим. Давайте рубль посмотрим. Рубль у нас показал чудеса. И вот он все-таки приближается прямо на наших глазах к пробитию этой линии. Что я про рубль говорил? Рубль я покупал и здесь, и раньше. И если он пробьет ниже, буду дожидаться его разворота наверх. И также прикуплю еще. В глобальной перспективе рубль выглядит слабо, и курс будет только расти. Поэтому у кого сейчас доллары, расстраиваться даже не стоит. Скорее всего, даже можно порадоваться. Потому что будет возможность еще прикупить долларов по более выгодной цене. Но сейчас залетать вот смысла не вижу. Сейчас вот на наших глазах даже стоп пробьет. Успеем посмотреть, не успеем. Но это не так важно. После пробития, ну, по сути, лой уже пробили. Так что данная разметка актуальность у нас потеряла. Из торговли мы должны дождаться отскока хорошего. На отскоке берем и идем наверх со стопом. Пока этого здесь нет, здесь просто наблюдаем и ждем. Так, индекс доллара посмотрим. Ну вот он и ответ, почему у нас рубль якобы укрепляется. Это не рубль укрепляется, это доллар слабеет. Доллар немного пошел вниз. Все еще актуально здесь движение наверх, так как мы не пробили вот этот уровень. Здесь также предположительно мы пойдем наверх. Поэтому и по курсу рубля тоже можно ожидать возврат на прежние уровни вот сюда, когда индекс доллара начнет укрепляться. В комментариях еще посмотреть просили One Inch. Так, это наш прошлый прогноз. В принципе, даже еще и совпадает. Когда я его смотрел, не помню, но волна 3. Пришли в расчетную зону. Это все можно удалять. И мы сейчас в 4-й волне. Здесь очень похоже на треугольник, который пока неизвестно куда пробьет. Но что стоит здесь отметить? Вполне вероятно, что мы завершили коррекцию. Если здесь было ABC, здесь есть хорошая вероятность, что это была 1. Сейчас мы идем в такой вот затяжной коррекции 2. Возможно, она даже ниже продлится. И дальше пойдем выше. Эту ерунду снесем. Эту ерунду тоже уберем. Это уже все отработало. Если предположить, что волна 2 закончилась, то ориентировочная зона волны 3 у нас вот на данных уровнях временные. По времени можете здесь не смотреть. По времени никаких прогнозов. Может хоть сейчас выстрелить, может через месяц, как говорится. Только ценовые уровни можно рассчитать. По One Inch вот такой прогноз. Ориентировочно наверх. Давайте нарисую. Ну, либо мы еще обновим немножко лой без пробития вот этого лоя и пойдем наверх.
либо с текущих уровней пойдем наверх. Так, дальше еще просили вакс. Вакс вот я не смотрел. Первый раз смотрю его. То у нас на месячных графиках. На месячных графиках у нас очень хороший выстрел в этом месяце. Здесь можно уровень нарисовать. Здесь вот уровень. Что у нас на дневках? Хороший рост объема. Рост индикатора. По структуре, естественно, это похоже на 1, на 2. Идет тройка, четверка, пятерка. Куда у нас это все длится? Ну, тройка, получается, у нас еще не завершена. Тройка в самом разгаре. Но она в коррекции. Куда ждать коррекцию? Коррекцию вот до данных уровней. Сразу стоит отметить, что нижняя граница очень близка с отмеченным уровнем. Поэтому вполне вероятно прям до уровня дойдем. Сейчас посмотрим еще вот эти объемы. Ну, вполне вероятно, да. Отмеченная зона здесь. Оптимальная зона коррекции. Но будьте готовы сходить вот сюда. Пока вниз. Но что здесь видно? Кстати, вот зона-то здесь. И мы ее уже посетили. Здесь нет ничего такого прям супер точного. Так как мы здесь посетили уже эту зону, вполне вероятно, что мы можем хоть сразу выстрелить. Так как здесь нет ни дивергенции, ни каких-либо других признаков, объемы есть, все хорошо. Поэтому после пампа всегда такие ситуации. Мы можем и слететь на 40% вниз, и отсюда только пойти наверх, а можем и отсюда пойти наверх. Такая монета. После пампа у нас часто такие ситуации. Нужно дождаться, какое здесь будет формироваться движение. С большей вероятностью здесь у нас четверка получается в тройке. Если замерять только для этого движения, ну, расчетная зона еще выше. Здесь проторговочка неплохая с выходом объема. Но, скорее всего, все-таки ниже мы пойдем. Пока никаких признаков того, что мы просто рванем отсюда, нет. Можете ожидать минус 20%, 25%, но потом наверх. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем счастливо, удачной торговли.